Сегодня мы поговорим про гейзерную кофеварку, она же гейзер, она же мокка. Разберемся, почему ее так не любят профессионалы и за что она получила такую популярность у обычных любителей кофе. Гейзерная кофеварка – это один из самых первых методов заваривания. Ее изобрели в Англии в 1833 году англичанин по имени Самуэль Паркер. И спустя 100 лет, в 1933 году, итальянский промышленник Альфонсо Биолетти запатентовал технологию гейзерной кофеварки, назвал ее Moka Express, после чего наладил массовое производство. Гейзеры под маркой Биолетти до сих пор являются законодателем моды, хотя и появилось много аналогов. Например, у меня вот такая вот красавица. Фирму не помню, но выглядит замечательно, практически Феррари. Почему не Биолетти? Все просто. У меня дома индукция, а Биолетти под индукцию выглядит откровенно так себе. Кофеварка состоит из основания, она же емкость для воды. В ней находится клапан сброса излишнего давления. Воду наливаем строго ниже этого клапана, иначе может рвануть, как банка со сгущенкой. Далее идет уплотнительное кольцо и еще одна сисечка. Вместе они создают некое подобие рабочей группы эспрессо-машины. Следующий элемент – это верхний резервуар с емкостью для готового кофе и самим гейзером. Почему же профессионалы так негативно настроены к гейзерной кофеварке? Все просто. Дело в том, что температура достигает 100 градусов, а это много для того, чтобы заварить кофе класса specialty. На самом деле гейзерная кофеварка – это достаточно универсальный аппарат. Она позволяет варить не только мокку, это напиток, который изначально готовится в гейзере. Нижняя камера, в которую мы наливаем воду, герметичная и имеет только один выход в ту сторону, где у нас находится кофе. Во время закипания воды объем газа в нижней колбе увеличивается, и вода выдавливается вверх, проходя через кофейную таблетку, заваривая ее и выливается через носик гейзера в емкость для готового кофе. Нормальный кофе. Мы не можем контролировать температуру, потому что иначе процесс заваривания просто не начнется. Нам нужно давление в нижней колбе. Так что же делать? На самом деле ничего страшного нету, потому что мы можем воспользоваться некими хитростями. Помимо температуры мы можем влиять на помол, а также неочевидный параметр – это степень обжарки кофе. Мы можем выбрать кофе более темной обжарки, либо более светлой обжарки, тем самым регулируя экстракцию. Вот мы и подошли к тем напиткам, которые можно сделать в гейзере. Первый и самый очевидный – это мокка. Это тот напиток, ради которого все и задумывалось. Гейзерная кофеварка изначально предназначена для того, чтобы готовить именно этот напиток. Что же он из себя представляет? Это нечто среднее между эспрессо и лунго. Эдакие лунго на максималках. В целом, мокка можно сварить на любом зерне, неважно, будет это фильтр, либо эспрессо. Второй достаточно очевидный напиток, который можно сделать в гейзерной кофеварке, это нечто очень похожее на эспрессо. На самом деле, многие люди считают, что гейзер готовит именно эспрессо, но это не так. В целом, что мы имеем? Кофе есть, высокое давление есть, высокая температура тоже есть. Все, что нам нужно, это взять кофе, пожаренный под эспрессо. Конечно, это не будет тот же самый напиток, который вам сделают в кофейне, но учитывая, что для его приготовления нам практически ничего не понадобилось, это просто замечательный вариант. А еще смотрите, какой прикол. Если мы можем сделать дома эспрессо, то, по идее, мы можем сделать практически всю классику, начиная от американо и заканчивая капучино. При должном желании и сноровке, не имея дома никаких сложных инструментов, можно спокойно приготовить себе чашечку капучино на завтрак. И, пожалуй, самый интересный напиток – это что-то очень похожее на австралийский лунго. Это единственный случай, когда мы можем сделать всего одну порцию напитка. Для лунго, приготовленного в гейзерной кофеварке, мы возьмем кофе, пожаренный под фильтр, и достаточно грубый помол. Берем гейзер и наливаем воды до основания клапана. В моем случае это 150 мл. Моя кофеварка рассчитана ровно на 3 порции. Если у вас еще нет гейзера, то рекомендую брать небольшую, на 3, максимум 5 порций. Ставим ситечко на основании кофеварки и насыпаем кофе доверху. После того, как насыпали кофе, лучше слегка постучать по стенке, чтобы разровнять кофе. Для лунго я беру кофе, пожаренный под фильтр. Вы же берите ваше любимое зерно. Единственное, проверьте, чтобы он тоже был пожарен под фильтр. Помол выбираем как на воронку В60, либо чуть-чуть погрубее. Это важно. Чем грубее будет зерно, тем меньше будет контакт кофе с водой. А это гарантирует то, что мы не сожжем наш кофе. В моем случае получилось 14 грамм. Соотношение 1 к 10. 1 часть кофе на 10 частей воды. Собираем все воедино и ставим на огонь. В одном из видео про гейзерную кофеварку автор говорит, что рекомендует заливать именно кипяток, чтобы был меньше контакт воды с кофе.
Это не совсем верно, так как до момента закипания воды в нижней колбе контакта воды с зерном у нас нет, и экстракция никак не начинается. Поэтому я все-таки рекомендую заливать холодную воду. Есть один огромный минус в том, чтобы заливать кипяток. Кофеварки обычно делают из весьма теплопроводного материала, поэтому, когда вы будете закручивать гейзер, вы можете просто обжечься об основание. Буквально через минуту после того, как я поставил гейзер на плиту, вода начинает кипеть, кофе начинает завариваться. Сейчас мы закроем крышку, так как именно когда мы готовим лунго, у нас кофе может по-настоящему фонтанировать, что оправдывает название гейзер. Далее мы будем ориентироваться по звуку. Как только услышали шипение пара, можно смело снимать кофеварку с огня и переливать в кружку. На самом деле я был сильно удивлен, насколько эффективно выдавливается вода вверх. И в основании кофеварки у нас практически ничего не остается. Теперь нам остается только дождаться, пока кофеварка остынет, чтобы ее помыть. Но это можно сделать чуть попозже, а сейчас время наслаждаться кофе. На этом все. Пока.